Всем привет, Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре Mid-Tower корпус 2E Gaming Fera GAX1. Он максимально поддерживает установку материнских плат формата eATX и укомплектован весьма необычным набором вентиляторов. Но давайте обо всем по порядку. Итак, габариты корпуса составляют длина 405, ширина 220, высота 453 мм. Начнем, как всегда, с верхней части корпуса. Здесь нас встречает противопылевая сеточка на магнитах. Под ней находятся крупные вентиляционные отверстия в виде пчелиных сот и продолговатые посадочные отверстия, в которых можно закрепить два 120 или 140 мм вентилятора. Устанавливать сюда какую-либо СЖО я бы не стал, так как расстояние от материнки до верхней части корпуса будет всего 30 мм, а этого маловато для нормального удобного размещения компонентов СЖО. Попытаться вам, конечно, никто не запрещает, но для примера, стандартная толщина радиатора с установленным на него вентилятором 54 мм. Так что делайте выводы и решайте сами, я вас предупредил. По правому краю расположились внешние порты и кнопки, такие как кнопка управления подсветкой для предустановленных вентиляторов, один разъем USB версии 3.0, два разъема USB версии 2.0, разъемы для подключения микрофона и наушников, кнопка перезагрузки и кнопка включения. Индикаторы питания системы и активности накопителя здесь также присутствуют. Длины кабелей для подключения данных разъемов, кнопок и индикаторов к материнской плате более чем достаточно. Практически вся лицевая часть передней панели выполнена из металлической сетки с нестандартным видом отверстий, по крайней мере я таких еще не встречал. Выглядит она за счет этого весьма недурно. Рамка пластиковая, по бокам имеются дополнительные отверстия для забора воздуха внутрь корпуса. Крепится панель к шасси корпуса на стандартные защелки, и их здесь по 3 с каждой стороны. Между сеткой и рамкой зажата противопылевая сеточка. Чтобы ее достать, нужно разобрать панель, а это захотят сделать разве что единицы. Поэтому для ее чистки я рекомендую пользоваться пылесосом или баллончиком со сжатым воздухом. Из коробки на шасси корпуса производителем уже предустановлено 4 фирменных вентилятора. 3 140 мм на передней части и один 120 мм на задней. Все 4 вентилятора обладают ARGB подсветкой. Кстати говоря, это первый корпус, у которого я вижу целых 3 140-ки в стоке. По информации с наклеек на вентиляторах, выполнены они на гидродинамическом подшипнике. Скорость вращения не указана. Передние 140-ки имеют по 9 полупрозрачных матовых лопастей. У задней 120-ки они также полупрозрачные, но уже глянцевые, и их там 11. Теперь более подробно расскажу о схеме подключения вентиляторов, так как она здесь весьма необычная. Каждая 140-ка имеет вот такие 4-пиновые коннекторы, которыми они соединяются последовательно. 120-ка имеет один 2-пиновый коннектор, который подключен к кнопке LED на верхней панели, и разъем Molex, который после себя имеет еще тот самый 4-пиновый коннектор, как и у 140-ок, и к которому они же и подключаются. Подсоединяем Molex с BP, и вся эта система начинает работать. Кнопкой LED на корпусе переключаются эффекты подсветки. Если ее ненадолго зажать, то подсветку можно выключить и также потом включить. Интересно узнать ваше мнение по поводу такого решения, так что буду рад почитать комментарии. Свое мнение я озвучу в конце ролика. В общем, по охлаждению на передней части шасси корпуса можно разместить 3 120 или 140 мм вентилятора, а также есть отверстие для размещения двух 200 мм вентиляторов. Радиатор СЖО поместится на 120, 240 или 360 мм. На задней панели расположены отверстие под заглушку для материнки, посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО. Ниже идут заглушки для видеокарты и периферии, которые придется выламывать, если решите туда что-то установить. Есть прижимная планка, и как видно по имеющимся в ней заглушкам, она даст возможность установить видеокарту вертикально, но райзер для этого придется покупать отдельно. Ниже находится окошко для установки блока питания. Отверстия для крепежа здесь позволят расположить источник питания только вентилятором вниз. На нижней части корпуса расположены 4 квадратные пластиковые ножки с небольшими мягкими вставками. Высота ножек составляет 14 мм. Пылевой фильтр под блоком питания имеется. Под ним расположились крупные вентиляционные отверстия. Также здесь присутствует отверстие для крепления изнутри одного 2,5 или 3,5 дюймового накопителя к шасси корпуса. Левая боковая панель открывается по типу двери, что дает возможность быстро получить доступ к внутренностям вашего ПК. Она выполнена из прозрачного закаленного стекла толщиной 4 мм. При необходимости панель можно снять без особых усилий. Так выглядит крепление петель на корпусе. А это ответная часть крепления на самой панели. Ручка для открытия пластиковая, она же и удерживает панель. Внутри корпуса блок питания закрыт кожухом. Сбоку присутствует небольшое окошко. Сверху имеется крупная перфорация и места для установки двух 120 мм вентиляторов. Также есть пара отверстий для кабель менеджмента.
Расстояние от передней панели до начала крышки кожуха составляет 60 мм. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX, Micro ATX, ATX и E ATX. 6 стоек под них уже вкручены на свои места. В комплекте с крепежом можно найти еще 3. Кстати говоря, вот так выглядит весь комплект. Производитель рекомендует устанавливать сюда видеокарты длиной не более 340 мм, а рекомендованная высота процессорного кулера составляет 160 мм. Отверстия для кабель менеджмента имеются в достаточном количестве. Для укладки кабеля между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено 20 мм свободного пространства. Правая боковая панель крепится на 2 винта с пластиковыми накатанными головками. Снаружи она ровная, а на внутренней части присутствуют ребра жесткости. Толщина металла панели 0,7 мм, а шасси корпуса 0,5 мм. Ближе к передней части корпуса на поддоне есть пара мест для установки 2,5-дюймовых накопителей. Есть также съемная рамка, на которой можно разместить один 2,5-дюймовый или 3,5-дюймовый накопитель. В месте установки блока питания демпфером не предусмотрено. Если на рамке и снизу будут установлены 3,5-дюймовые накопители, то блок питания сюда без проблем влезет длиной до 150 мм. Если же накопителей там не будет, то блок можно установить и более длинный. На поддоне предусмотрено множество выступов для крепления кабелей стяжками. Все отверстия для кабель менеджмента выполнены аккуратно и без острых граней. Ну а пока вы смотрите на комплектуху, которую я собрал в данный корпус, дабы показать, как в нем может выглядеть весьма мощная система, хочу сказать, что за практически 53 бакса, а именно столько сейчас просят за этот корпус в большинстве интернет-магазинов Украины, это весьма неплохой вариант. С продувом у него все в порядке, места внутри хватит, чтобы спокойно собрать бодрый ПК, стеклянная дверка для быстрого доступа к комплектухе имеется, ну и выглядит он, как по мне, достойно. А вот насчет схемы подключения вентиляторов здесь все неоднозначно, так как вроде бы мы видим отличный набор из 3 140-ок и одной 120-ки, и, кстати говоря, не громко звучащий, но специфические разъемы для их подключения могут спугнуть потенциального покупателя. И мое мнение по этому поводу, что тут должен каждый сам для себя решить, подходит ли ему такой вариант за эти деньги или нет. Ну а на этом у меня все. Актуальные цены на данный корпус найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, увидимся в новом видео, покедова!